my name is Александра и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать, как сделать красивое и эстетичное интро для вашего видео в стиле Indie Kit. Также на протяжении этого видео я хотела бы рассказать вам про приложения, в которых можно сделать не только классное интро, но и также смонтировать очень хорошее видео. Поэтому досматривайте обязательно до конца, это будет реально для вас очень годный контент. Ставьте лайки, также подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не потерять, и поехали! Итак, первое, что нам нужно сделать, это скачать красивые фотографии в стиле Indie Kit. Для этого забиваем в Pinterest Indie Kit Aesthetic Wallpaper и далее добавляем iPad, Edit и так далее. Самое главное, чтобы скачанные фотографии были качественными и яркими. После этого переходим в программу VN, она также подходит для редактирования видео. Нажимаем на новый проект, далее просто выбираем нужные вам фотографии. Нажимаем на стрелочку, далее оригинал. После этого выбираем размер для YouTube 16:9. Далее кликаем на фотографию и увеличиваем ее, чтобы она полностью закрывала холст. И делаем это со всеми фотографиями на монтажной линии. После этого убираем водяной знак VN, кстати, это здесь бесплатно. После этого делаем фильтр Indie Kit на тех фотографиях, на которых он отсутствует. Насыщенность 100%, сочность 60%, яркость плюс 6 и светлые участки плюс 6. Далее обрезаем каждую фотографию примерно до 1,91 секунд. Можно поменьше или немного побольше. И в принципе вы уже смотрите так, какой длины хотите видеть интро. После этого добавляем переходы. На самом деле их здесь намного больше, просто мне понравились именно эти, зум и поворот. Они смотрятся более-менее как-то динамично, и в таком стиле они смотрятся достаточно неплохо. Не забывайте их чередовать, их можно повернуть вправо или влево. После этого переходим к эффектам, их тут очень много, можно добавить абсолютно разные, но я, например, буду использовать именно такие в порядке очередности, например, вот это первое вращение это для первой фотографии и так далее. Располагайте эффекты так, чтобы они плавно переходили в переходы. Тогда действительно будет приятно смотреть ваши интро. И над этим действительно нужно очень много поработать, очень много пересмотреть этот определенный кадр, но поверьте, это стоит того, и ваше видео действительно будет намного профессиональнее. После этого добавляем название вашего канала, шрифт я использую Amstel, после этого нажимаем на такую как цветовой кружочек и настраиваем интервал 5. Далее добавляем анимацию. Анимация в начале у меня будет буква резко вниз, анимация в конце смахните вниз, да, это все так называется. Далее передвигаем текст немного вправо до второй фотографии и оставляем 2-3 фото без этого текста. Далее сохраняем. Переходим в приложение Videolip, либо в другое приложение, в котором можно добавить стикеры, CapCut или InShot. Загружаем интро, далее нажимаем на стикеры, после этого в поиске ищем VHS, да, не знаю, как это называется. В общем, мы ищем именно такой стикер, тут вы можете, наверное, найти еще много таких, вот, но я именно выберу такой. После этого располагаем на интро и также растягиваю его на монтажной линии до конца интро. Снова заходим в стикеры и после этого ищем стикер Welcome. Тут действительно очень много разных крутых стикеров, но мне, например, понравился вот такой вот стикер с милым котиком, поэтому я его располагаю так, чтобы он не мешал тексту. Он еще, кстати, анимированный, он двигается вниз-вверх, поэтому мне было действительно сложно правильно установить его скорость и анимацию. Следующий стикер это Subscribe. Здесь очень много разных крутых кнопок для монтажа, поэтому если вы уже давно не могли найти себе крутую кнопку подписаться, то советую скачать это приложение, здесь их очень много. Прибавляем, во-первых, скорость, во-вторых, располагаем посерединке, после этого обрезаем все, что нам не нужно. Далее ставим какую-нибудь супер простую анимацию и далее экспортируем в вашу галерею с наивысшим качеством. После этого сохраняем, переходим в приложение Snow, и здесь мы будем добавлять супер крутые эффекты. Мне здесь нравится очень эффект, который называется бабочки, такие вот эффектики, и чтобы их добавить, вам нужно зажать нужный эффект и не отпускать до конца видео, тогда он добавится.
Как вы уже поняли, это не только классный мини-видеоредактор с большим количеством разных эффектов, фильтров и также большой библиотекой музыки без авторского права, но и также это очень крутая камера, которая поможет сделать вам ваше видео ярче, интереснее. Также здесь есть огромное количество разных фильтров для лица, разных стикеров для лица, в общем, большое количество макияжей, который поможет сделать вам ваше лицо прекраснее. Девочки, пользуйтесь, пожалуйста. А еще недавно сюда добавили большую коллекцию разных шаблонов для видео в ТикТок, и когда я об этом только узнала, это было просто находка, поэтому обязательно пользуйтесь этим приложением. Кстати, я нечаянно удалила оригинал этого интро с своего телефона, поэтому мне пришлось сделать вырезку и записи с экрана. Не забывайте, пожалуйста, делиться моими видео с друзьями, потому что я думаю, многие хотят об этом узнать, хотят научиться это делать самим, но не могут найти мои видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не потерять, ставьте лайки и пишите в комментарии. Также обязательно посмотрите мой плейлист, посвященный оформлению канала. Там есть большое количество разных туториалов, поэтому увидимся там. Всем пока-пока!